Epic Punch, я спортсмен, я думал, меня отпустит живопись, так как это не основной мой источник дохода, но на удивление мои работы даже стали покупать. Есть у вас работы, которые вы никогда не продадите, и по какой причине? Ну, близких, портреты, какие-то фигуры. В какой-то момент я понял, что есть работы, которые мне дороги, особенно дороги по разным причинам, чем другие, дороже, чем другие. И поэтому я стал их откладывать. Ну, главная причина, конечно, что они меня цепляют, они меня все время трансформируют, когда я на них смотрю. Ведь самая главная задача, мне кажется, любой картины, любого произведения – это трансформация. Если мы изменяемся, мы получаем какую-то энергию, новое состояние, которое нам очень дорого, нас изменяет. Мы становимся другими, мы это чувствуем. То, конечно, такие вещи дороги мне, и я понимаю, дороги зрителю, если в них происходит такая трансформация, резонанс. Один коллекционер сказал, что у него очень много, он назвал какую-то цифру картин, большое количество, но когда я вижу работу, он говорит, настоящую, я не могу ее не купить. Просто потрясающе. Для меня это было такое откровение. Иван Бунин. Я как дилетант, если мастерам интересно мое мнение, люблю писать пейзажи и животных, потому что деревья, птицы и рыбы никогда не смеялись с меня, не критиковали и не говорили, что не похожи. А что плохого в критике, Иван Бунин? Даже если человек не художник, но в его критике есть разумное зерно, он же тоже посланник, с высоких коридоров начальства. Просто так же к вам никто не подойдет случайно и не станет что-то там говорить, может быть, даже неприятное. Мне кажется, каждую критику, каждую реплику можно воспринимать как слово, способ улучшить свое мастерство. Ведь мастерство в живописи, это первостепенное. Этому нужно придавать, все свои силы. И поэтому нужно грызть гранит этой науки, чтобы добиться высокого мастерства. Как в живописи без этого? Невозможно. Поскольку первое восприятие, мы смотрим на картину, нас не интересует первое восприятие, не интересует, что там написано, как это сделано. Поэтому мы подходим и начинаем изучать, потом уже что. Конечно, я не имею в виду такую критику, как ты рассказывал на пляже. Я класс проводил со студентами, стоим, пишем. Был такой спокойный серый день. У нас был парень такой, Витя. Он любил Кандинского очень. И он там, у него синий, густый, ультрамарин, мощное такое все. Хотя серый день. И подходит, с пляжа поднимались с моря дама, а за ней шел парень ее, ейный. И она посмотрела, подошла к Вите, посмотрела на его работу, потом на пейзаж, потом опять на работу. И кричит громко, Петя, иди сюда, посмотри, какую он фигню, она крепче сказала, громко, рисует. Конечно, такая критика может быть неприятной, но в этом тоже может быть правильное зерно, потому что серый день, откуда тут густой ультрамарин, правильно? Но опять же, это же впечатление Вити, нужно уж его уважать. Может быть, серый день Вите навеял такое решение. Не обязательно же писать то, что ты прям тупо видишь. Это просто это же не копирование, не перенос этого мотива, как экран такой, сфотографировал и тупо перенес это в холст. Нет, живопись что-то другое. Друзья, напомню о том, что акция идет мощная очень в моей онлайн-школе. До 60% небывалые скидки на мои видеоуроки. Заходите, пожалуйста. User HL2. Почему так реалисты не любят импрессионизм?
Мне вот на днях даже позвонил незнакомый художник и начал возмущаться за импрессионизм. За него, в общем. Я говорю, что звонил? Что звонил? Возмущается человек, не нравится ему. Ну вот представьте, вы, например, User HL2. Вы дальнобойщик, представляете? Едете на фуре 3000 километров. Какая может быть вот в мозгах свербить цель? Причем это постоянно происходит. Это работа. Ну, едете, вы считаете, я заработаю с этой поездки, там, я не знаю, сколько там вы заработаете. 10 тысяч рублей. Огромные деньги. И что еще? Ну что? Вы приспособились к трудной дороге и даже перестаете ругаться на тех, кто там вас подрезает или там что-то еще неправильно делает. Ну, просто вы рулите совершенно спокойно. Такая картина мира в мозгах. А допустим, вы дальнобойщик-романтик. Вы же можете получать удовольствие, когда вы едете. Какой закат! Птичка поет. Дай-ка я окно открою в другую сторону. Ну, сейчас электрический, конечно, эту кнопку нажала. Общаетесь вы на заправке, например, с заправщиком. Тоже польза. То есть вы повернули тумблер качества своей жизни в сторону получения радости от каждого дня. Тогда ваша вот эта вот реалистическая живопись в образе дальнобойщика превращается в импрессионизм полнейший. Вы полны впечатлений от этой поездки. Про эти 10 тысяч рублей, они сами положатся в кошелек. Вы просто едете и наслаждаетесь тем, что вы видите вокруг, тем, что происходит в каждый момент. То есть реализм в этой поездке – это вот простая история, понятная всем. А импрессионизм – это полнота впечатлений. Более того, и вы находите решение. Вы, например, не по платке едете, а по местной дороге. Дольше, но вы получаете больше эмоций. Ну, к примеру. То есть у вас импрессионистическая цель. Вы живете вот этот день ради того, чтобы пережить впечатления и на холст их поместить, вот эти ощущения, быть полным ощущений. Поэтому ваш вопрос, а что звонил, он совершенно правомерен. То, что он сказал вам, возмущаясь про импрессионизм, можно пропустить мимо ушей и сказать, а что ты вообще звонил-то? А этого нет. Это очень правильно. Человек живет в своем мире, не нужно его переубеждать, пусть живет дальше. User VL9. Просто восторг. Пожалуйста, пишите еще натюрморт. Где два источника света, холодный и горячий? Вопрос такой. Но не всегда есть два источника света, холодный и горячий. Но мне нравится, когда они есть. Если даже их нет, я пытаюсь моделировать. То есть в комнате, например, пишу натюрморт. Я в одной комнате у меня теплый свет, а в другой холодный. Или светильник ставлю похолоднее. Тогда есть конфликт. Ну, может быть, не конфликт, но почему не конфликт? Конфликт. Есть конфигурация теплоты в работе и холода в работе. И соединение их вместе каким-то способом дает вот это столкновение, дает гармоническое сочетание. И можно найти очень интересные решения на эту тему. Так что я за то, чтобы сочетать теплые лампочки, например, если пишете дома, и холодные лампочки. User ML7. В картине точка, где нет изображения, будет искусством? Знак вопроса. Я понимаю намек. Ну вот сейчас недавно девушка с белым листком стояла где-то в Краснодаре, что ли, в каком-то, в пикете в городе. 8 суток. Белый лист, ничего нет. Что это? Произведение искусства, значит, сочли в суде. Король, на котором не было одежды, и все видели эту одежду, а он-то был голый. Как тут быть? То есть я к чему клоню? К тому, что
воспринимающий, смотрящий, наделяет своей силой, своим представлением об увиденном. Вот этот белый лист для него сильно страшен. Он видит в нем угрозу, в каталажку, в кутузку его. Поэтому, конечно, может быть произведением искусства нет изображения, а это сильно ранит кого-то. Ну, по детству помню, например, папа на меня там кричал сильно, а я не отвечал, молчал. Нет изображения на листе, вот человек молчит. Так это сильнее еще распаляло его. Каждый знает из вас эту ситуацию. То есть вы ведете себя вот просто спокойно. Нет ответа от вас. Вы не включаетесь в эту. Но это пустое место имеет воздействие. Значит, может быть произведением искусства, я так думаю. А что вы скажете? Юзер PV1. О каком баннере говорится? Где его смотреть после ролика? Если вы смотрите на телефоне, то баннер никакой не появится. Там просто усеченные приложения ютубные. А если на компьютере или на планшете, то баннер появится. Вот справа внизу, видите, такой квадратик. В нем текстик написан и рисуночек. Это мое видео. На него нажимаете, и будет продолжаться кино. В этот раз я предлагаю посмотреть 910-е видео «Как стать художником, научиться творчеству».